Представьте себе книгу, которую никак нельзя прочесть. Едва вы касаетесь ее страниц, как они рассыпаются в прах. Чернила словно растворились, а язык, на котором написано было содержание, молчит уже тысячи лет. Раньше многие историки вздыхали и говорили: вот и конец истории. Сегодня же все звучит иначе. Это только начало. В настоящий момент тихо назревает революция в изучении прошлого. Мы создали искусственный интеллект, работающий будто цифровая машина времени. Он способен видеть под землей, читать следы в обугленном угле и переводить языки, которым молчали целые империи. В ближайшие 50 минут мы собираемся раскрыть 6 посланий, считавшихся навсегда утерянными. Вы узнаете, кто действительно писал тексты, приписываемые Библии, о чем предупреждали загадочные идиеглифы в пустыне и какие тайны хранила библиотека, уничтоженная извержением вулкана. Все началось в 79 году нашей эры. В тот проклятый летний день жители богатого римского города Геркуланум не могли представить, что их привычный мир вот-вот исчезнет. В отличие от соседних Помпей, которые засыпало слоем пепла медленно и мучительно, Геркуланум постигла иная участь. Когда Везувий выпустил на город свой гнев, на него рухнул пирокластический поток, лавина раскаленного газа и обломков, мчащаяся с невероятной скоростью, сравнимой с гоночным болидом. Температура внутри этой волны достигала 500 градусов по Цельсию. Это был мгновенный фатальный удар. Жар оказался настолько нещадным, что органические материалы должны были просто испариться. Древесина, ткани, папирус – все должно было обратиться в ничто за доли секунды. И тем не менее случилось то, что ученые называют уникальным парадоксом катастрофы. На окраине города стояла роскошная вилла, принадлежавшая тестю Юлия Цезаря. В ней хранилась обширная библиотека, тысячи свитков, собранных веками, бесценный фонд знаний античного мира. Когда на виллу обрушилась раскаленная волна, она не выжгла свитки дотла. Из-за нехватки кислорода в плотном газовом потоке папирусы не сгорели полностью. Они обуглились и сохранили первоначальную форму, превратившись в твердые куски, похожие на уголь. Таким образом, вулкан, стремясь уничтожить знания, по случайности иронично их законсервировал, создав своего рода идеальную капсулу времени. 1700 лет эти свитки пролежали под слоем твердых пород толщиной в 20 метров. Когда в XVI веке рабочие случайно натолкнулись на останки виллы, они не подозревали, что обнаружили. Им казалось, что это просто обгоревшие поленья или брикеты угля для отопления. Многие куски были выброшены или сожжены в печах. Лишь один ученый заметил на черном обломке едва различимые следы букв, и мир охватило волнение. Перед человечеством могла открыться единственная уцелевшая библиотека античности. В представлениях людей она таила утраченные поэмы Сапфо, неизвестные труды Аристотеля, хроники, способные изменить представление о Римской империи. Однако попытки добраться до этих сокровищ обернулись мучительной чередой неудач. Попробуйте развернуть лист сгоревшей газеты, пролежавшей под дождем и снегом. Он рассыпается в прах от одного прикосновения. То же случалось и со свитками. В XIX веке ученые и реставраторы предпринимали самые разные действия, надеясь восстановить текст. Их пытались размягчить ртутью, опрыскать розовой водой, обрабатывать газами, разрезать ножами, чтобы отделить слои. Каждая такая попытка заканчивалась трагедией. Бесценные фрагменты превращались в черную пыль на рабочем столе. Лучшие умы Европы безуспешно бились над этой задачей и в конце концов отступили. Около 800 свитков были оставлены в покое и долгие годы лежали в хранилищах Неаполя, словно немые укоры человеческому бессилию. Казалось, что содержимое этих черных капсул навсегда останется недоступным. Шли десятилетия, и вокруг призрачной библиотеки рождались самые разные версии и догадки. Скептики утверждали, что, возможно, все эти надежды напрасны. Высокая температура могла уничтожить чернила, и даже если мы каким-то образом виртуально распрямим свитки, перед нами окажутся лишь чистые обугленные листы. Ведь римские чернила часто были на основе сажи, и когда папирус превратился в уголь, текст и фон оказались химически схожими, черное на черном. Это напоминало попытку найти каплю воды в океане. Появлялись и конспирологические версии. Говорили, будто кто-то тормозит расшифровку, опасаясь открытий, противоречащих официальным нарративам. Или будто в свитках скрыты списки предателей, магические формулы или темные секреты империи. Но реальность, как это часто бывает, оказалась проще и одновременно сложнее сплетенных вокруг нее мифов. Проблема вовсе не заключалась в заговоре, а в физике. Человеческий глаз и даже оптические микроскопы не могли отличить букву от обуглившего папируса, потому что и чернила, и основа представляли собой похожие углеродные отложения. Для решения требовалось зрение, устроенное совершенно иначе, нежели у нас. Перелом наступил, когда в дело вмешались новые технологии. Прорыв произошел после того, как за свитки взялся профессор Брент Силс с командой исследователей. Они решили не трогать хрупкие рулоны руками и не экспериментировать с химией.
Вместо этого свитки доставили в синхротрон – гигантский ускоритель частиц, который по сути работает как невероятно мощный рентген. Этот аппарат позволил заглянуть внутрь обугленного рулона, не распечатывая его и не разрушая, и на основе полученных данных создать предельно точную трехмерную модель внутренней структуры. То, что изначально выглядело как безнадежная груда угля, вдруг открыло новый путь к чтению прошлого. Тонкие различия в плотности материалов стали видимыми благодаря совершенно иной методике смотра, и это дало шанс извлечь слова, которые будто бы спали под защитной коркой обуглевшего папируса много веков. История переместилась из разряда фантазии в разряд задач, поддающихся математике и физике. И именно с этого момента прошлое начало снова говорить. Достаточно громко, чтобы заставить нас по-новому взглянуть на учебники истории. Представьте себе аппарат, похожий на МРТ, но обладающий разрешением порядка нескольких микронов, способный заглянуть в структуру объектов с удивительной точностью. Даже на таких сверхчетких изображениях ученые не нашли привычных чернил, которыми нарисованы буквы. Все по-прежнему выглядело черным и однородным. И именно в этот момент на сцену вышел искусственный интеллект, взяв на себя роль того, кто видит то, что ускользает от человеческого взгляда. Исследователи объявили международный вызов под названием «Везувий» и выложили оцифрованные сканы в открытый доступ, одновременно предложив крупную денежную премию тому, кто создаст алгоритм, способный обнаружить следы чернил. Идея оказалась простой и одновременно гениальной. Проверить, не осталось ли на обожженном папирусе хоть каких-то микроизменений, которые не видны глазу, но улавливаются машиной. Оказалось, что даже испорченные огнем чернила оставляют после себя едва заметный отпечаток на материале. Они минимально изменяют текстуру волокон, создавая крохотный рельеф, незаметный человеку, но различимый для вычислительных алгоритмов. Студенты и программисты со всего мира взялись обучать нейросеть распознавать эти микропаттерны и отличать истинные следы от случайного шума. Система начала виртуально скручивать слои свитков и просвечивать их по миллиметру, анализируя микротрещины и неровности на поверхности обугленного папируса. И в 2023 году случилось то, чего все ждали как маленькое чудо. На экране из хаоса цифрового шума проступило слово. Первым прочитанным фрагментом стало слово «порфирос», которое в переводе с древнегреческого обозначает «пурпур». В Древнем Риме пурпур давно считался символом власти и богатства, и обнаружение этого термина в тексте сразу придало находке особое значение. Это было первое слово, извлеченное из этой библиотеки спустя 2000 лет, причем сам свиток остался нетронутым физически. Затем нейросеть стала выдавать все более объемные фрагменты. Вскоре появились целые абзацы, и из хаоса восстали связные предложения. Оказалось, что речь шла о философском трактате, относящемся к эпикурейской школе. Автор размышлял о музыке, о пище и о правилах истинного наслаждения жизнью. В тексте встречался пассаж о том, что, подобно еде, мы не сразу признаем за редкостью то, что приносит подлинное удовольствие. Ирония обнаружения была не случайной. Рассуждения о наслаждении моментом оказались сокрытыми под пеплом катастрофы, которая в один миг оборвала тысячи жизней. Это открытие произвело переворот в археологической практике, поскольку показало, многие свитки, долгое время лежавшие в музейных запасниках, можно прочитать, не рискуя повредить их физическую целостность. Более того, исследователи предполагают, что у виллы, где нашли эти свитки, есть еще 2 нижних этажа, не раскопанных до сих пор. В этих недрах, полагают ученые, могут ждать своих открывателей еще тысячи книг, утраченное наследие, возвращение которого изменит наши знания о древней литературе. Если в первом случае технологии помогли прочитать мысли философов, застывшие в обугленном папирусе, то в следующей истории искусственный интеллект выступил уже в роли детектива. Ему предстояло распутать загадку 2000-летней давности и установить, кто на самом деле записал одну из главных книг человечества и почему почерки, приписываемые святым, могли скрывать масштабное заблуждение. Эта история началась словно сюжет приключенческого фильма. В 1947 году молодой бедуин странствовал по иудейской пустыне в поисках пропавшей козы. Увидев узкую расщелину в скале, он поступил просто и по-детски. Бросил в нее камень в надежде спугнуть животное. Однако вместо привычного блеяния из глубины послышался звук разбивающейся глины. Любопытство пересилило, и он протиснулся внутрь пещеры. Там он не обнаружил сокровищ или золота. Он нашел старые глиняные кувшины, покрытые слоем пыли, а внутри – кожаные свитки, завернутые в истлевшую ткань. Пастух, конечно, не подозревал, что держит в руках одну из величайших археологических находок XX века. Речь шла о кумранских рукописях, также известных как свитки Мертвого моря, самых древних из когда-либо найденных текстов Библии. Они оказались написаны примерно на 1000 лет раньше любых других известных нам ранних рукописей. И это давало ученым бесценную возможность заглянуть в первоисточник веры. Но радость открытия быстро сменилась проблемой.
Время оказалось безжалостно к коже и папирусу, и многие свитки рассыпались на тысячи мелких фрагментов. Представьте себе пазл из 10 тысяч кусочков, у которого потеряна коробка с изображением. Таковой была задача, с которой столкнулась наука. На протяжении более полувека исследователи вручную пытались составить эти обрывки, ориентируясь на цвет материала, формации разрывов и манеру письма. Однако главной загадкой оставалось не столько содержание, сколько авторство текстов. В центре внимания оказался большой свиток пророка Исаии, почти сохранившийся в первоначальном виде. Он занимал около 7 метров кожи и состоял из 54 столбцов текста. Внешне он выглядел так, словно создан одной рукой. Почерк был ровным, стиль сохранялся от начала до конца, и это убедило многих специалистов в единстве авторства. Десятилетиями эксперты и палеографы смотрели на эти буквы и делали вывод – это работа одного мастера. Однако человеческий глаз легко подвержен иллюзиям, и в результате вокруг вопроса авторства начались оживленные споры. Одни считали, что свитки писались в Кумране ессеями, замкнутой секте отшельников, которые удалились от мира, чтобы в чистоте и молитве переписывать священные тексты. Сторонники этой версии полагали, что каждый писец был особенным, духовно избранным и работал в одиночку, поэтому его почерк являлся неповторимым отпечатком личности. Другие ученые возражали, утверждая, что свитки могли быть привезены в пещеры из Иерусалима, спасая их от приближающихся римских легионов, и что многие тексты писались в столичных мастерских в стандартном стиле. Существовала и третья, более мистическая гипотеза. Некоторые полагали, что писцы сознательно подстраивали свою манеру письма друг под друга, чтобы стереть личность и стать прозрачными перед Словом Божьим. Идея коллективного сознания была красива, но оставалась непроверяемой до тех пор, пока не появились методы, позволяющие компьютеру рассматривать буквы так, как не в состоянии сделать человек. Ученые из Гронингенского университета подошли к свитку Исаии необычным путем. Они применили к нему методы, которые обычно используют спецслужбы для обнаружения подделок. Вместо того, чтобы оценивать текст чисто визуально, они загрузили в нейросеть изображение каждой буквы алеф, первой буквы еврейского алфавита. В этом свитке она повторялась более 5000 раз, и это дало ученым богатую базу для анализа. Человек воспринимает знакомую букву как простой символ. Это и есть «А». Искусственный интеллект же видит не знак в целом, а совокупность мельчайших штрихов и движений, из которых знак состоит. Машина измерила кривизну линий, угол наклона пера, силу нажатия, длину штриха и даже дрожание руки в конце очередного мазка. Нейросеть проанализировала тысячи параметров, которые для человеческого глаза остаются незаметными и несущественными. Результат оказался ошеломляющим и выдал четкий график. Примерно на середине свитка, в 27-м столбце, биометрическая подпись письма вдруг изменилась. Визуально почерк оставался поразительно однородным, но алгоритм зарегистрировал две разные ручки, двух разных писцов. Исследователи обозначили их как писец А и писец Б. Эти двое трудились в тандеме. Когда один уставал или заканчивал смену, другой продолжал работу ровно с того же места, подхватывая строку и двигаясь дальше. Самое поразительное в этом открытии состояло в том, что писец Б так мастерски имитировал почерк писца А, что даже лучшие мировые эксперты на протяжении 70 лет не заподозрили смены рук. Этот факт говорит не только о техническом мастерстве, но и о глубокой дисциплине и смирении тех, кто переписывал священный текст. Второй писец не стремился выделиться. Напротив, он полностью растворял свой почерк, чтобы обеспечить визуальное и духовное единство текста. Это открытие не просто выявило второго автора. Оно показало психологию людей, живших 2000 лет назад. Культуру, где коллективный труд и сохранение священной традиции ценились выше самовыражения. Теперь мы смотрим на Библию не только как на продукт одиночного таланта, но как на результат коллективной, почти симбиотической работы, где личность иногда жертвовала собой ради вечности и целостности письма. Если с древнееврейским свитком, по крайней мере, можно было прочесть слова и понять язык, то следующая загадка поставила ученых в тупик на долгие годы. Перед ними оказался язык мощной империи, которая когда-то доминировала в Центральной Азии. Но теперь от него остались лишь фрагменты, и смысл их ускользнул. В учебниках истории мы часто встречаем Римскую империю, Китай, Парфию. Однако 2000 лет назад существовала еще одна сверхдержава, о которой в наши дни помнят мало кто – Кушанское царство. Кушаны создали огромное государство в сердце Евразии. Оно было богатым, сильным и многокультурным, контролировало важнейшие торговые пути, связывавшие Восток и Запад, имело своих царей, свои пантеоны богов и, разумеется, свой язык. Когда же империя пала, пески времени стерли почти все, что можно было бы использовать для восстановления речи этой цивилизации. В 50-х годах прошлого века французские археологи, раскопывая руины древнего святилища в Афганистане,
наткнулись на массивные каменные блоки, усеянные странными надписями. Символы внешне напоминали греческие буквы, но слова не имели смысла. Это был не греческий и не парфянский текст. Это оказался неизвестный кушанский язык. Открытие стало одновременно и сенсацией, и проклятием. Вскоре похожие надписи стали находить в Таджикистане и Узбекистане, на скалах, керамике и даже на золотых монетах, но никто не мог их прочитать. Ученых охарактеризовали находку как настоящий кошмар лингвиста. У них были буквы и их комбинации, но не было ключа к звучанию и значению. Без билингвы, аналога розетского камня, где один и тот же текст представлен на известном и на неизвестном языках, расшифровка казалась практически невозможной. В течение 70 лет эти надписи оставались лишь красивым узором на камне, молчащим свидетельством целой ушедшей цивилизации. Пока наука заходила в тупик, пространство для предположений росло. Некоторые скептики выдвигали идею, что это вовсе не язык, а набор декоративных знаков, подражание греческим буквам ради придания товарам солидности, некий карго-культ древности. Другие ученые предлагали версии о диалекте скифов или о вымершем ответвлении тахарских языков. Были и более экзотические гипотезы, будто кушаны создали намеренно зашифрованную письменность для жреческих обрядов, чтобы скрыть содержание от простых людей. Каждая новая гипотеза сталкивалась с реальными данными и давала лишь абракадабру. Казалось, ключ к разгадке навсегда утерян, и голос Кушанской империи останется немым. Поворот произошел в 2023 году. Группа исследователей из Кынского университета предложила иной, нетрадиционный подход. Вместо попыток в лоб перевести надписи, они применили инструменты распознавания паттернов, те самые, на которых учатся современные нейросети. Ученые собрали все известные короткие надписи, найденные в разных уголках Азии, и загрузили их в систему анализа, после чего начали искать повторяющиеся последовательности символов. Их логика была простая и основательна. В любом официальном древнем тексте неизбежно встречаются титулы и имена: царь царей, великий спаситель, имена правителей. Машина выделила одну конкретную последовательность знаков, которая повторялась чаще остальных. Ученые предположили, что это может быть имя великого кушанского царя Вема-Тахту. Когда они сопоставили звуки этого имени с соответствующими символами, цепочка начала распутываться, и надписи, прежде молчавшие, начали постепенно обрести голос. Затем искусственный интеллект сопоставил кушанские надписи с недавно найденной параллельной табличкой на уже известном бактрийском языке. Это не был полноценный розетский камень, но алгоритм сумел выявить соответствие между текстами и систематизировать их. Оказалось нечто поразительное. Таинственный язык не являлся ни диалектом, ни шифром. Перед учеными предстала ранее неизвестная ветвь восточно-иранских языков. Это был самостоятельный, живой язык, на котором когда-то говорили миллионы людей. Благодаря компьютерному анализу удалось расшифровать примерно 60% всех знаков. Мы прочли, как называли себя цари и как описывали свои завоевания. Мы узнали самоназвание этого языка – Эд-Тахарский. После 2000 лет молчания Кушанская империя словно обрела голос, и искусственный интеллект фактически восстановил утраченную страницу в книге человечества. Мы научились распознавать невидимые буквы и вернуть к жизни мертвую речь. Но чтобы разглядеть послание, иногда недостаточно смотреть на письмена. Порой нужно взглянуть под ноги, и желательно с высоты птичьего полета. В следующей истории раскрывается то, что веками лежало на виду у всех и оставалось незамеченным. В 1927 году перуанский пилот, пролетая над безжизненным плато Наска, пригляделся к земле и не поверил своим глазам. На серо-каменистой поверхности он увидел не просто трещины, а рисунки циклопических размеров. Перед ним возникла огромная обезьяна с закрученным хвостом. Рядом виднелся паук длиной в 50 метров, равный по масштабу футбольному стадиону. Открытие потрясло мир. Эти изображения были настолько гигантскими, что с земли их нельзя было ясно прочесть. Люди видели лишь путаницу линий и следов. Чтобы увидеть композицию целиком, надо было подняться в небо. И здесь возник парадокс. Древний народ Наска, живший на этом плато примерно 2000 лет назад, не знали ни самолетов, ни воздушных шаров, и возник закономерный вопрос. Как можно было создать столь точные по геометрии фигуры, не имея возможности увидеть их сверху? И для кого они были сделаны? Ответ казался одновременно очевидным и пугающим. Если сами люди не могли увидеть рисунок в целом, значит, они предназначались для тех, кто мог наблюдать с небес. Десятилетиями плато Наска оставалось главной загадкой Южной Америки и местом паломничества уфологов и мистиков. Здесь родились самые громкие гипотезы о палеоконтакте. Знаменитый писатель Эрих фон Деникен предположил, что идеально прямые линии, тянущиеся на километры, служили взлетно-посадочными полосами для космических кораблей, а фигуры животных – попыткой призвать богов вернуться. Ученые предлагали более приземленные, но не менее загадочные объяснения. Кто-то видел в линиях гигантский астрономический календарь
указывающие на восходы звезд. Кто-то считал их картой подземных источников в одной из самых сухих пустынь мира. Появлялась и версия, что жрецы шествовали по этим линиям в трансе, моля о дожде. Казалось, к началу 21 века все рисунки были найдены и изучены. Плато фотографировали спутники и дроны, археологи вели учет, и казалось, что каталог завершен. Однако они недооценили возможности машин. В дело вмешались ученые из университета Ямага и инженеры компании IBM. Они решили, что человеческий глаз слишком несовершенен. Мы склонны видеть то, что хотим видеть, и пропускать то, что кажется несущественным. Ученые накормил искусственный интеллект тысячами снимков поверхности Плато. Причем это были не только обычные фотографии, но и данные лазерного сканирования, фиксирующие малейшие перепады высоты с точностью до миллиметров. Задача алгоритма была простой – найти аномалии, любые линейные следы, которые не могла породить природа. И алгоритм начал находить то, что пропустили люди. Оказалось, что пустыня буквально кишела выцветшими рисунками, стертыми временем и невидимыми для человеческого глаза. В 2022 и в 2023 годах ИИ помог открыть сотни новых геоглифов. Но самое удивительное – их сюжеты. Если раньше мы привыкли видеть величественных животных, то новые находки выглядели по-иному, порой жутковато. Были обнаружены изображения касатки с ножом, странные гуманоиды с квадратными головами и люди, держащие в руках отрубленные головы. Эти рисунки меньше по размеру и часто расположены на склонах холмов. Это открытие меняет представление о культуре Назка. Ученые теперь склоняются к мысли, что линии служили не только посланиями богам. Многие из них, вероятно, были дорожными знаками, метками для путников, идущих по пустыне, своего рода древними билбордами, заметными с тропинок. Новые находки сняли с Плато мистический флёр космодрома и показали нам более земную, жесткую и сложную культуру, которая маркировала собственную территорию образами смерти и силы. Назка оставила нам картинки без слов. Но на другом конце света, в древней Месопотамии, люди оставили столько слов, что долгое время мы физически не могли их прочитать, пока не появился алгоритм, способный перевести один из самых древних пластов человечества. В подвалах крупнейших музеев мира лежат горы глиняных табличек из древней Месопотамии. 5000 лет назад люди наносили записи на сырой пласт глины, и пожары, опалившие города, лишь закалили эти тексты, превратив их в вечные кирпичи. Проблема в том, что чтение клинописи – адская работа. Знаков было несколько сотен, значений – тысячи, а специалистов по ним во всем мире куда меньше, чем космонавтов. Большинство табличек лежат в коробках нечитанными уже 100 лет. Это гора знаний, на которой мы сидели слепыми, и именно из-за этого незнания наше воображение рисовало невероятные картины. Когда-то мы искренне полагали, что древние люди тратили свое время лишь на запись великих пророчеств, рецептов бессмертия или тайн неких божеств. Писать было тяжело, значит, думали мы, оставляли на камне и глине только сакральное. Оказалось, это заблуждение. Прорыв совершил искусственный интеллект, превратившийся в нечто вроде переводчика Google для мертвых языков. Благодаря сочетанию трехмерного сканирования старинных артефактов и алгоритмов, напоминающих систему Т9 предиктивного ввода, нейросеть научилась не только читать, но и достраивать тексты на разбитых табличках. Результат поразил специалистов. Выяснилось, что 90% дешифрованных записей вовсе не содержат высоких мистических истин, а описывают повседневность. Перед нами открылись древние эквиваленты социальных сообщений и бухгалтерских книг. Там встречаются жалобы на плохое обслуживание, где покупатель без церемонии ругает торговца за некачественную медь. Там попадаются детские ошибки школьников и простые практичные списки покупок. Искусственный интеллект показал нам не каких-то загадочных магов, а обычных людей. Они ссорились, торговаться умели и любили, порой оказывались грубыми или смешными, точно так же, как мы сегодня. Пропасть в 5000 лет перестала казаться непреодолимой. Человеческие эмоции и бытовые заботы оказались для нас понятнее, чем мы ожидали. Если массовое расшифрованное наследие клинописи было скорее делом широкой механики, то перед учеными всегда стояла одна особая загадка – одинокий, неприступный бастион письменности. Речь о рукописи, которая сводила с ума лучших криптографов мира. В 1912 году антиквар Вильфред Войнич обнаружил книгу, написанную на, как казалось, несуществующем языке. Странные изображения растений, необычные зеленые женщины и тексты, не поддающиеся дешифровке, сделали рукопись легендой. Ни великий Алан Тьюринг, ни лучшие шифровальщики ФБР не смогли ее расшифровать. Рукопись стала предметом насмешек и сомнений. Скептики годами утверждали, что это средневековая подделка, хитро сделанный обман ради наживы или бессмысленные каракули сумасшедшего. Затем пришел искусственный интеллект и проверил гармонию букв алгебраическими методами. Ученые загрузили текст в модель, проанализировали его энтропию и математическую структуру языка. Вердикт машины оказался однозначным – это не бессмыслица.
Текст демонстрирует сложную последовательную структуру, свойственную реальному языку. Более того, алгоритм с вероятностью 80% предложил ключ, некую систему под названием иврит, где буквы переставлены по хитрому шифру, а гласные опущены. Загадка еще далека от полного решения, но теперь ясно. Перед нами не шутка, а замок, для которого нащупывается отмычка. Мы привыкли ждать чудес от далекого будущего или от фантазии о Марсе и квантовых компьютерах. На деле же самые удивительные открытия оказались у нас под ногами. Искусственный интеллект позволил мертвым языкам заговорить не магией, а математикой. Первые расшифрованные послания показали, что древние люди были такими же сложными, ироничными и человечными, как и мы. История не закончена, она лишь начинает открывать свои главные тайны. И многое еще ответит нам, когда мы научимся правильно задавать вопросы.